Здравствуйте, дамы и господа. Ну что, уже по нашей традиции рубрика «Готовимся к ивенту». Будут у нас крысиные бега. Но перед этим буквально пару слов э, про то, что они назвали обновлением. Но вообще, как я понял, это подготовка к глобальному обновлению, зимнему глобальному обновлению, которое будет, ну, ориентировочно, наверное, все-таки в декабре, может позже. Ну, здесь ветер перемен усиливается, зима близко, а наше обновление уже здесь. В нем мы вносим ряд приятных изменений, чтобы приободрить вас, поднять вам настроение и подготовить всех к новогодним праздникам. Итак, ноябрьское обновление. Общие изменения. В магазине появились месячные карты, обновленный формат подписок и новый способ стабильно получать изумруды, доступ к которому будет открываться со временем. Активируйте один раз на месяц вперед и получите бонус, и наблюдайте, как сундуки наполняются изо дня в день. Ну, я пока что... Вчера я лазал, не нашел, вот сейчас с вами захожу. Вот магазин. Соответственно, здесь все стандартно. За монетки, за изумруды и боги войны. Изумруды. Все стандартно. Золото. Также все стандартно. Никаких акций нету. VIP. То же самое. Ну и сам VIP, собственно. Ну и где? Здесь нету. Ну, в скидках тоже, соответственно, нету. Но это и не магазин. Здесь вот подарок очередной. Господи, да замените его, наконец, этого Тауруса. Ну, поставьте вы сюда кого-нибудь действительно стоящего, что человек, когда донатит, пусть это и просто подарок. Ну, вот Таурус, ну, даже не знаю. Ну, не суть. Боевые комплекты. Возвышение героя, питомцы. Сокровищница, ежедневка. Еженеделка. И ежемесячные. Я не нашел этих карт пока. Может быть, они забыли, может быть, я что-то не увидел, но не суть. Добавлены новые арены богов в текущую ротацию. Я помню, у нас был в свое время конкурс на арены богов, и я надеюсь, что все-таки, как бы, ну, моя предложенная арена богов была одним из победителей также, и поэтому я надеюсь все-таки, что они включат новые действительно арены, потому что, ну, достало, особенно предыдущая вот с этим... Вечно забываю. Память вообще ни к чемушная. Как его зовут? А, вот, с тенью. С вестником тьмы. Ну, там, конечно, дисбаланс дикий. Нет, проходимо, все проходимо. Нужно просто удачный заход, правильная расстановка, и вы пройдете. Ну, конечно, сложновато. И также внесены визуальные изменения в различных областях игры, в том числе в наградах, окне информации для героев порядка и карте заданий в событиях. Визуальные изменения в разных областях игры. Ну, по поводу героев порядка согласен. Здесь изменения действительно были внесены. Теперь это выглядит вот так вот. Тут такие прям домики и прочее. Все остальные пока, ну, здесь такой адский фон. И здесь, ну, типа природка. Там вон пеньки какие-то, листики, кустики. Ну и прочие усовершенствования у них — это улучшение изображения текста и наград во вкладках заданий, исправлены визуальные ошибки в боях, эффекты лечения теперь ведут себя спокойнее, то есть до этого они буйствовали. Исправлена ошибка отображения попыток боссов в событиях, ну это сразу можно было поправить. Там, где у нас по 10, по максимальное количество попыток выскакивало в событии, когда мы проходили боссов в событии. То есть вот здесь вот 2, а там выскакивало внизу, что прям там 10, по-моему, или 12 попыток. Также исправлена ошибка сервера 702, с которой могли сталкиваться игроки, возвращающиеся после долгого перерыва. Ошибка с некорректным начислением славы за победу, ошибки в текстах и переводах. Ну и все, собственно. Вот это все обновление. Я сначала рассчитывал, что там будет что-то глобальное, выпустить отдельное видео с подробным обзором всего прочего. Но нет, все было крайне скромно. И поэтому
неинтересно. Ну а мы переходим к основной части видео, то бишь это наши герои для события. Мы готовимся к ивенту, и у нас 3 героя, все 3 героя ближники. Ну и давайте начнем с синего героя. Это мусорщик. При смерти врага получает плюс 5 и имеет пробивание 8. Вот такие характеристики у него при одном пробуждении. На 11 он у меня был пробужден. И вот можно его сейчас, в принципе, гнать до 16, но я этого делать не буду. Пока что. По духовным связям, соответственно. Дерево, будущий Эрик, будущий Грут. Здесь у нас Болтс и Мясник. Палатка и будущий Эрик. Не помню, вот как этого героя даже в уме зовут. Ну и синий Грут. Соответственно, герой, башня, яма, больше никуда он вам не понадобится. Эволюционируем его, и получается у нас крыс-удильщик. Это уже более интересный герой, более полезный. То есть при смерти врага он получает, вот у меня плюс 15 к атаке, соответственно растет или уменьшается. И при своей атаке наносит урон, равный своей атаке всем врагам за целью. То есть вот здесь крыс-удильщик, вот здесь 3 врага, он наносит урон первому, задние также получают. Сквозной удар это у них тут называется. Духовные связи его: топор, Эрик, Грут, Болтс и... Блин, как вот их сложно этих героев-то запоминать. Так, это у нас хаос. Где-то там, где-то он должен быть у меня. Так. Что-то не понял. Как же тебя зовут-то? Тоже хаос. А, у меня его нету. Че я его смотрю-то? Но если брать так, то это будет... Получается, вот он. Это будет Огрок. Эпическая версия Огрока. Ну, соответственно, дерево и Эрик. И Грут будущий. Так, ну и вершина эволюции, собственно, это скраб, главарь отбросов. Самый меня лично интересующий герой с этого ивента. Больше всего мне на него нужны карточки. Ни на Грута, ни на Эрика. Вот именно на скрапа мне нужны карточки. И желательно поболее. Почему? Ну, герой на самом деле очень стоящий. И, по моему мнению, это один из сильнейших героев природы. Именно в ближнем бою. Там тоже немало хороших героев. Ну, откидываем Масуру, ее я даже упоминать не хочу. Но вот и так, это один из лучших героев природы. То есть при смерти врага, кроме зданий, крадет у врагов 17. Притом не только когда он убивает, а если он уже стоит на поле, убили врага, он у всех украл эту атаку. Имеет дополнительную атаку, то есть у него сходу с выхода на поле имеет 2 атаки. И при атаке также наносит урон, равный своей атаке всем врагам за целью. То есть там вычистить, например, ту же самую, там, я не знаю, Грейс или еще кого-то из-за куста, пожалуйста. Там еще что-то, вот все в таком роде, вот это скрапу. Плюс наворовать атаки может и добить противника просто. Если его разогнать нормально, он уничтожает вообще все на своем пути. Великолепный герой. И по его духовным связям это, соответственно, Лич, Медуза и Фрост. Лоскут и Друид. Топор и Эрик. Ну и Грут. Вот что касается этой веточки. Переходим, соответственно, к следующей. Это у нас будет... Кто там по порядку? Вот, это у нас будет древень. Атакован получает блок и имеет регенерацию небольшую. По статам неплох, но он у меня... Нет, смотрите-ка, пробужден только на 11-м, да. По статам неплох. Хорошо может постоять, прикрыть кого-то в той же самой, опять же, башне яме. Ну, соответственно, в лиге с ним соваться нечего. Прикольно еще так. Топорик вон у нее там в голове болтается. Так, по духовным связям, соответственно, это у нас там Энлиль,
Айсберг и Лот. Сеятель, этот спор. Тут также Энлиль и Айсберг, Санта и Госта. И опять же Лот. Эволюционируем его и получаем Древоборода. Атакован получает чуть-чуть атаки и имеет регенерацию. Вот его, если разогнать, ну, тут надо еще разок его, конечно же, пробуждать. Регенерация будет чуть повыше. Он может долго очень стоять. Мне попадались такие, что я просто замучивался их убивать, особенно вот в башне. Когда у тебя выходит средний герой, а здесь стоит такое тело, там с регенерацией он там на 21. И что ты сделаешь? Плюс еще на блоке каком-нибудь, если это Джимми играет. То есть там вообще жестко. С таким сложно справляться. Но и так даже вот 31-99 по статам, ну, не самый худший результат на самом деле для эпика. По поводу духовных связей его. Вот меня, конечно, здесь удивило. Я давно уже не видел таких бонусов от духовных связей. 12 атаки сразу. Это Санта, это Тенгу и это Лот. Здесь это Иона и Энлиль. Ну и, соответственно, Айсберг Санта, приспешник зла, и Лот. Ну и эволюционируем его дальше и получаем прекрасного героя Грут Безмолвный Страж. Великолепный герой. Накладывает немоту на врагов в линии, включая здание. То есть это, если не ошибаюсь, это единственный салер непрямой. То есть, да, понятно, что тот же самый там Санта превращает все, плюс та же самая Александрия накладывает сало на здание, если его проатакует. Но здесь именно единственный салер непрямой, который накладывает немоту на врагов в линии. То есть он вышел и полностью линию он обезмолвил. То есть неважно, что там, допустим, будет стоять там тот же самый Ванакаури со своим погонщиком, а перед ними еще какой-нибудь там танк будет стоять. Он на всех кладет сало, на весь ряд. В конце хода получает здоровье и имеет блок, соответственно, который также увеличивается и здоровье, и блок. Пробужден у меня он один раз. Вот потихонечку его гоню на 11 уровень. По духовным связям. Ну, по поводу применения Грута, он нужен везде. Он поможет в приключениях. Там есть несколько таких неприятных сборок у компьютера, что он очень сильно поможет вам. Очень сильно. Особенно где у вас Ванакаури. Отлично зайдет и в лигу. Отлично заходит он и в башню, и в яму. Ну, кроме золотой шахты, пожалуй. В золотой шахте он бесполезен. А так, везде, везде, где есть Грут, где его можно использовать, он отлично заходит. Ну и по поводу его духовных связей, это, соответственно, Кощей, Анок, Иона, здесь Энлиль и Айсберг, Санта и Госта и Тенгу. Вот что касается этих героев. Ну и переходим к последним. Пока мы, да, не ушли далеко, там есть квест на, соответственно, синих героев. Набрать столько-то душ синих героев. Это можно сделать, перегнав элементарно дровосека в викинга. То есть вам не нужно будет там добывать эти карточки в призывах. Просто перегоняете немножечко дровосека в викинга. И все у вас становится нормально. Ну а теперь переходим к веточке. Соответственно, это викинг. При смерти дает атаку союзникам. При смерти дает здоровье союзникам. Здоровья очень мало, крайне мало. Это учитывая, что он у меня пробужден уже на 11 и 16 уровне. Да, понятно, что вроде как бафы сильные, но это не отменяет того, что атака средняя. И здоровье растет крайне, то есть медленно, вообще медленно. То есть даже вот при пробуждениях здесь все равно мало. Все равно мало. Вот на максималке у него изначально 108, 103 на 87. То есть, а здесь получается, ну вот, 166 на 99. То есть вроде атаки и неплохо, но здоровья, конечно, у него крайне мало. Но это не отменяет того, что он неплохо бафает. Но опять же, использовать вы сможете это только, опять же, башни и яма. Практически все синьки башни и яма. То есть даже обсуждать тут особо и нечего. Не зайдут они больше никуда. Так, ну а здесь у нас будущий D+, будущий Тенгу, электробашня это, опять же, будущий D+,
будущий Мертвый Лорд, Влад Дракула, Голиаф и Мэйв. Эволюционируем его и получаем Олафа Рыжего. Здесь уже все наоборот. Здоровья, атаки мало, здоровья много. Соответственно, получает атаку за каждого героя вокруг себя. При смерти наносит 130 случайной вражеской женщине. Ну, неплохо, но не более того. Ничего экстраординарного. Обычный такой неплохой по количеству здоровья танчик для той же самой башни. Может и в яме постоять. В принципе, вот и все, что о нем можно сказать. По духовным связям, соответственно, топор, мистер Дьявол, Мертвый Лорд, Сатир, Кристалл, Палатка и Альфа-метка, запомнил. Ну и будущая Титания. Эволюционируем его и получаем уже Эрика Серого. Эрик Серый хороший герой. Да, что сейчас он у меня по прокачке, конечно, уже не тащит. Но если его еще разок пробудить и немножечко ему еще уровни подбавить, то будет наравне со всеми очень даже неплохо стоять. То есть его умение — это атакован, дает дополнительную атаку союзникам дальнего боя. При появлении врага крадет у нее атаку. И при смерти врага, кроме зданий, получает здоровье. То есть как танк он может стоять очень долго. И в яме он у меня стоял, когда у меня мощь была поменьше, яма была попроще. Он у меня там мог стоять целую партию. Выставляешь его и все. И, грубо говоря, одна ветка закрыта, за него стрелков ставишь. Он им атаки раздает, и, короче, там веселье получается бешеное. Ну и в лигах встречаю его крайне редко, но встречаю. Ну, во-первых, потому что мужик сейчас, засалить мужика проще, чем женщину. Поэтому Эрику предпочитают какую-нибудь девочку просто взять. Вот и все. А так такой брутальный бородатый дядька с таким топорищем. Ух! Ну, по поводу духовных связей, опять же, это в Анакауре, это вот эта палатка, которых у меня нету. Вот на Анакауре я уже 2 магазина пытаюсь вытащить, или 3 магазина пытаюсь вытащить. В Анакауре он мне не падает. Жаба, будь она проклята, Голиаф и Афина, Бастет и Влад, ну и, соответственно, Ланселот. Вот и все, что касается ивента. Могу только пожелать вам в нем успеха. Соответственно, я на него буду проводить стрим. Как обычно, в пятницу, 13:00. Всех жду. Ну и побольше вам нужных легендарок. Спасибо за просмотр, ребят. Я говорю вам, пока-пока, ребят. Пока. Увидимся.